Привет, мои хорошие. Как вы? Последние дни ко мне пришло осознание, что пора брать себя в руки и вылезать из синдрома отложенной жизни. К тому же у меня началась учеба, а вместе с ней возникла потребность в построении новой рутины и организации времени. Поэтому, надеюсь, это видео вас немного расслабит и подскажет, как собрать свою жизнь воедино. Когда у меня возникла потребность в построении хоть какой-то рутины, я стала руководствоваться принципом: любой промежуток времени можно или потратить, или инвестировать. Эта формула довольно проста, и ее можно применить даже к просмотру этого видео. Вы или что-то получаете, эмоции, знания, может, оно несет вам чувство спокойствия, или вы это время бессмысленно тратите. Если же вы, как и я, пытаетесь влиться в режим, не имея огромного количества сил, советую использовать шкалу значимости. Если кратко, чем больше действия несет инвестиций, тем больше времени на него стоит отводить. И наоборот, чем больше трат, тем меньше времени. Если же нет возможности полностью отказаться от этого действия, это помогает целесообразно распределить вашу энергию и прийти к более стабильному эмоциональному состоянию, не перегружая психику. За последний месяц я поняла, что у нас всегда есть силы, чтобы справиться с любыми эмоциями. Когда я обсуждала эту тему с психологом, она сказала, что человеку для гармоничной жизни необходимо подключиться к 4 источникам: физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной энергии. Я немного приболела, поэтому я надеюсь, вас не будет смущать мой хриплый голос. Хотела бы добавить немного про базовые источники энергии. Если говорить про физические источники, то это ваш сон, питание и любая физическая активность. В эмоциональное у нас входит все, что приносит вам положительные эмоции. Это может быть общение с друзьями, любимый домашний питомец, время в одиночестве, когда вы смотрите любимые фильмы, в общем, что угодно, что заряжает вас положительными эмоциями. Духовные источники, как по мне, самые важные, потому что духовная энергия сама по себе самая сильная из всех энергий. Самый простой и банальный способ ее пополнения происходит за счет того, что вас вдохновляет. Это может быть природа, какие-то вдохновляющие интервью, творчество, искусство, что угодно. Опять же, ответ на вопрос, что работает именно для вас, знаете только вы. Ну и источники интеллектуальной энергии — это любая новая информация, которую вы узнаете и которая помогает вам самосовершенствоваться. Кстати, об источниках интеллектуальной энергии. В обед я ставлю себе дополнительное занятие английским. Мне кажется, за последнее время каждый смог убедиться в преимуществах владения английским языком. Для меня занятия стали отличным источником положительных эмоций и поддержки. Поэтому хочу порекомендовать вам онлайн-школу Skyeng. Обучение проходит в максимально дружелюбной атмосфере. Мы созваниваемся на платформе, весь урок общаемся на английском и вместе выполняем разные интерактивные задания. От просмотра контента в оригинале до упражнений на грамматику. В школе более 15 тысяч преподавателей, поэтому вы точно найдете подходящего именно вам. К слову, его можно подобрать даже по произношению, а свой прогресс можно увидеть в личном кабинете. Также есть направление для учеников до 18 лет. Sky Smart. С ним можно подготовиться к экзаменам.
и подтянуть школьные предметы. У Skyeng также есть тест на определение уровня владения английским. Так вы поймете, с чего стоит начинать обучение. А после теста вы автоматически получаете промокод на 2 бесплатных дополнительных урока при покупке пакета для новых учеников. В общем, если вы давно мечтали улучшить свой английский и наконец заговорить, советую воспользоваться возможностью и пройти опрос по ссылке в описании. Муся. Муся. Если ты хочешь наладить свою жизнь, не анализируй, как ты проводишь свое время. Обращай внимание на то, куда направлено твое внимание. Умение концентрироваться на одной вещи для меня являлось ключевой проблемой. Я была рассеяна, и будто бы в голове параллельно существовал миллиард мыслей. Но любые переживания, без возможности влиять, на самом деле бесполезны. Ранее я рассказывала про метод помидора или помодоро, но это на самом деле лучший и мой самый любимый способ для тренировки внимания, который сейчас я использую каждый день. В чем он состоит? Включаем таймер на 25 минут и максимально фокусируемся на одной задаче. После делаем перерыв на 5 минут и повторяем несколько раз. Для этого даже придумали специальные сайты с уже готовыми таймерами. Помешать или нас чем-то заблокировать. И это абсолютно нормально, потому что мозг такой товарищ, который любит находиться в энергосберегающем режиме. В принципе, приобретали с течением нашей жизни, но наша с вами задача основная какая? Если предположить, что психику человека, просто фильтров, их огромное количество. Во-первых, это сенсорные фильтры. Я думаю, многие знают про такой психологический подход к проблемам в качестве жизненных уроков, когда восприятие сложной ситуации преподносится как возможность научиться чему-то, обрести новый опыт и развить новые навыки. Одним из таких уроков для меня стала эмоциональная внимательность. Я все чаще и чаще задавала себе вопросы, что я чувствую, и почему я это чувствую. Почему это было важно? Все наши мысли — это результат эмоций, поэтому умение распознавать, что навеяно страхом и паникой, а что является здравыми и рациональными мыслями, для меня стало первоочередным заданием. Как минимум, чтобы успокоиться, а как максимум, чтобы в дальнейшем принимать взвешенные решения. Если вы проанализируете дела, которые вы откладываете, вы обнаружите, что зачастую они касаются обязательств перед кем-то. Сделать презентацию для преподавателя, написать какую-то работу. И сама эта установка уже в принудительной форме обволакивает все задание негативом. В этом случае меня очень сильно выручает некий лайфхак по обману своего мозга. Я заменяю формулировку с «я должна» на «это мой выбор». И когда вы начинаете воспринимать эту задачу не как что-то принудительное, вы будто бы осознанно принимаете решение посвятить этому делу определенный кусок своей жизни, либо же времени. Это очень здорово уменьшает это внутреннее давление, и само выполнение задачи с таким подходом уже не воспринимается настолько болезненно. Собраться силами мне помогают 2 установки. Первая — просто
делай, как можешь и сколько можешь. И вторая, лучше сегодня и как получится, чем когда-то там в будущем, когда настанут благоприятные времена. Идеальность и любой перфекционизм сейчас важно отодвинуть на задний план. Особенно, когда вы чувствуете себя подавленно, эти два фактора служат как сиюминутный тормоз. И изначально легкое отношение к важным делам помогает воспринимать любую задачу хладнокровно. Что ж, мои хорошие, на этом у меня все. Я вас безумно люблю. И увидимся совсем скоро. Пока-пока.